Всем привет, и сегодня будет топ игр с красивой графикой. Думаю, вам понравится. Извиняюсь за то, что долго не снимал видео, просто я ленивая жопа, и с начала года завалили уроками. Надеюсь, вы мне простите. Начнем же. Открывает топ-игра Just Cause 3. Отличный экшен от третьего лица, с прекрасной графикой и полностью открытым миром, в котором игрок управляет Рико Родригесом, агентом, который должен противостоять диктатору-генералу Себастьяну Ди Равелло. По сути, игра использует все удачные геймплейные наработки из прошлых частей, значительно улучшив их механику и реализацию. Творить хас на вымышленном острове стало в разы интереснее и веселее. На 9-м месте игра Quantum Break. Quantum Break — это смесь телевизионного сериала и игры. В зависимости от принятых вами решений, вам будут показаны небольшие видео-вставки, которые будут раскрывать сюжетную линию. Играете вы за жертву неудачного эксперимента Джека. Джек, после эксперимента, обнаружил в себе способность управлять временем. Прознав о его способностях, за ним открывает охоту могущественной организации «Монарх» под руководством Пола Серина. Предводитель компании также обладает сверхспособностями, он может видеть альтернативные варианты будущего и тем самым предугадывать действия. На 8-м месте игра Uncharted 4. Однажды раздается звонок, и родной брат вашего героя просит вас как персонажа спасти ему жизнь. Вы уже давно отошли от дел, но ваш напарник предлагает невероятное путешествие, от которого вы просто не вправе отказаться. Ваш брат просит вас отправиться на поиски затерянных сокровищ одного пирата, и вы соглашаетесь, отправляясь далеко на африканский континент. Каждый раз вы должны просматривать видеоролики, чтобы узнать больше о территории, где спрятаны ценные артефакты, за которые можно заработать хорошие виртуальные денежки. На 7-м месте игра Saints Row 4. Saints Row 4, ну просто обезбашенная игра, в которой вам некогда будет скучать. Громадный арсенал и главный герой — президент Соединенных Штатов Америки. Уже не банально? Кто бы мог подумать, что сам президент возьмется за оружие в борьбе против инопланетного захватчика, лорда Зиняка. Особенность игры — всеми так любимый, открытый мир, в котором можно делать все, что захочешь, и не забывайте, что вы президент США. Вы обязаны со своими друзьями спасти весь мир от инопланетян, и для этого у вас будет уйма различного оружия. На 6-м месте игра Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins — это новая часть легендарной серии Assassin's Creed, над которой разработчики работали более 4 лет, и по их заверению, Origins — истоки, станет новым началом знаменитой серии. Окунитесь в Древний Египет, узнайте историю создания братства ассасинов и станьте участником судьбоносных событий, которые меняли всю цивилизацию. Вторую пятерку в топе открывает игра Far Cry 5. Far Cry 5 — мультиплатформенная компьютерная игра 2018 года в жанре шутера от первого лица. Подобно своим предшественникам, игра представляет собой шутер от первого лица с открытым миром, по которому игроки могут свободно путешествовать. Действие игры разворачивается в вымышленном округе Холл, штат Монтана, где правит уже пророк по имени Иосиф Сид. Он считает, что был избран, чтобы защитить людей от неизбежного краха, создав общество под названием Врата Эдема.
На 4-м месте игра Trine 2. Trine 2 — это двухмерная игра в жанре экшн-фэнтези с возможностью боковой прокрутки. В Trine имеется троица различных персонажей, при помощи которых игроку предстоит развязывать различные головоломки, а также искать сокровища. Сюжет игры разворачивается в игровом мире фэнтезийного королевства, которое было разрушено нашествием нежити. Игра берет свое начало с того, что одновременно троица авантюристов рыцарь Понтиус, волшебник Амадиус и воровка Зоя отыскивают древний магический артефакт Трайн. Герои касаются Трайна одновременно, благодаря чему их души магическим способом сливаются в одном теле. На 3-м месте Ori and Blind Forest. Это необычно трогательная история о любви и жертвенности. Игра покоряет уже с первых минут, что неудивительно, ведь каждая сцена, каждая локация были нарисованы вручную. Но под всей этой милотой скрывается достаточно сложный платформер, который не прощает игроку ошибок. Благо, есть возможность сохраниться в любом месте. История начинается с урагана, который запустил цепочку событий, ведущую к уничтожению леса Нибелла. Ари, один из жителей этого чудесного леса, нашел в себе силы побороться за свой дом. На 2-м месте игра Ведьмак 3. Сюжет игры охватывает 3 главные линии: вторжение армии Нильфгарда, поиски некой личности женского пола героини древнего пророчества, преследование ведьмака дикой охотой. Это самый невообразимый кошмар, представленный призрачными всадниками, способными вмиг стереть с лица земли целое селение. Герою придется строить продуманные планы, чтобы достичь поставленных целей. Однако внезапно сменившиеся погодные условия могут легко нарушить их, тогда придется быстро придумывать новую стратегию. На 1-м месте игра Final Fantasy 15. Давний ли вы фанат или новичок серии Final Fantasy, все это не важно. Разработчики постарались создать по-настоящему живой и открытый мир, который удивит каждого. Отличная графика, хорошо проработанные персонажи и мир, в котором реальность тесно переплетается с фантазией. Удивительные существа, магия и сражения в реальном времени, все это и многое другое вас ждет в Final Fantasy 15.